прижимаю лезвие секатора как можно ближе к цветоносу. И отрезаю детку. Вот так все просто. Срез обрабатываю перекисью водорода. И поместить корни этой орхидеи в воду. Вот так. Добрый день, друзья! Детки на орхидеях. Радоваться или печалиться? Конечно, радоваться. Детки – это всегда продолжение жизни. И вот такие детки на орхидеях, они не могут не радовать. Но ситуации с этими детками бывают разные, и у всех они свои. На примерах 4 орхидей я вам покажу сегодня, какие бывают разные ситуации, разные орхидеи, как ведет себя материнское растение, как ведет себя детка. Ну, в общем-то, все из жизни орхидей. Часто, когда вы мне задаете вопрос, а когда отделить детку, я всегда отвечаю одно и то же. Если материнское растение сильное, например, как вот это, Tinkerbell Kiss. На одном цветоносе растет детка, выпустила новый цветонос и прекрасно цветет. Листья в тургоре, даже в горшке есть раскукленные корни. То есть орхидея чувствует себя великолепно. И детка растит шикарные корни. То нужно оставлять детку на материнском растении как можно дольше. Ну вот с такими корнями, честно говоря, уже можно снимать детку и сажать. Но пусть еще немножко порастет, вдруг еще один корешочек вырастет. А корешочек может вырасти только тогда, когда орхидея закончит свое цветение. Но она справляется и с цветением, и с деткой. Может выращивать и цветы, и прекрасно давать жизнь детке. Но есть другие ситуации. Например, вот видите, здесь детка растет на самом кончике цветоноса. И цветонос до просто детки, он засох. Но если цветонос сохнет дальше, то детка погибнет. И в этом случае снимать детку нужно обязательно. Очень хорошо, когда у детки есть хотя бы один корень. Вот так, как случилось вот с этой деткой. У нее действительно был один длинный корень. Материнское растение погибало. Оно, в принципе, погибло. Вот там наверху стоит карибская мечта. Видно только цветы, а само материнское растение погибло. Но когда у него были листья, она вдруг в самом низу на цветоносе начала растить крошечную детку. И вот эта детка сейчас передо мной. Почему погибло материнское растение, я не знаю. Оно все время было в каком-то пограничном состоянии. 3 листика, цветет. Ну, видимо, не хватило у нее сил и самой расти, и детку, и цвести. Ну, в общем, причины, по каким растения погибают, иногда определить очень сложно. И вот эта детка выросла. Ну, вот, если вам показать, вот здесь, из самой последней почки. А весь цветонос засох. Да вы его и сейчас можете видеть. Я отрезала вместе с кусочком цветоноса. И был всего вот этот крошечный листик. Вот он, сейчас он плотный, такой более крупный, но был-то он вот такого размера. Получилось так, что я подхожу поливать, вижу эту детку,
И когда я увидела этот засыхающий цветонос, я решила его подрезать немножко. Сделала один щелчок секатором, и у меня детка вместе с кусочком цветоноса осталась в руках. Был всего один корень. Даже здесь видно, какой он был. Он был сантиметров 5, небольшой. Это случилось 1,5 месяца назад. Сажать с таким корнем я не рискнула. Я взяла стакан с водой, небольшое количество воды и поместила детку одним корнем в воду. А потом мы уехали отдыхать. Когда мы вернулись, у орхидеи появился второй корешок. Вот этот. И он тоже дорос до воды. Воду я не выливаю. Она все время вот так стоит в небольшом количестве водички. А сейчас растет третий корень. Вот его там видно. Он еще маленький. И растет листик. Медленно, но верно мы все-таки пытаемся жить. Еще одна орхидея, леонтин. Я вам тоже ее недавно показывала. Вот его цветы. Сразу после покупки у этой орхидеи пропала точка роста. То есть сгнила, я ее обработала фундазолом, но орхидея дала детку. Если найду это видео, ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана, где я последний раз вам ее показывала. У нее был и цветонос, и детка, но в конечном итоге, в конце сентября, начали распускаться вот такие маленькие цветочки, а все старые листья погибли. Детка осталась. Но у детки видно было, что мало корней. Я отрезала цветонос, поставила ее в воду. Он распускает бутоны и стоит уже недели 3. А что же делать с деткой? Ну, у меня же уже есть опыт с вот этой маленькой деткой. Я тоже решила, что достану эту детку из горшка. Она тоже буквально осталась у меня в руках, потому что все листья отпали, осталась только детка. Там даже отделять ничего не нужно. Там ни корней, ни пенька. Вы меня часто спрашиваете, почему я пенек не оставляю. Но нечего там оставлять. Там уже корней не осталось у материнского растения. А листья детки теряют тургор. Потому что, видите, какие корни маленькие. Ну, сложно их поливать. Я то же самое сделала, что и с предыдущей орхидеей. Поставила в водичку. Даже корешок начал расти. Вот он какой маленький. Хорошенький. И орхидея быстро восстановила свой тургор. Но орхидею ее еще называть сложно, но тургор у листьев появился и хороший. Вот эти две орхидеи, как эксперимент, я их держу в воде. И у меня еще есть третья орхидея. Мне не нравится, как она растет вместе с деткой. И об этой орхидее я рассказывала. Ну, как всегда. Я же вам все рассказываю, что происходит с детками. Это орхидея Биглип Легенда. Я ее и получила с больными листьями из Краснодара. И потом долго наращивала корни этой орхидеи. Но, видите, детка есть, тургор у листьев и у детки неважный. Орхидея растит листья, но маленькие. И вот такие листики тоже есть без тургора. Ну, то есть вместе расти им очень сложно. И еще не нравится мне то, что у детки высыхают корни. Как бы я их ни старалась опрыскать, все равно корни подсыхают. И вот сейчас я хочу отделить эту детку и поставить точно так же
в воду. Заодно и покажу, как отделять детку от материнского растения, когда детка находится на цветоносе. Не забываем, что для таких операций секатор нужно обработать спиртом, как у меня чистый спирт медицинский, или же любым спиртосодержащим раствором, чтобы не внести в срез секатором какую-нибудь инфекцию. Подождать 10 секунд, пока спирт испарится. И приступаем к отделению детки. Сейчас вам будет видно. Я завожу секатор между деткой и цветоносом. Прижимаю лезвие секатора как можно ближе к цветоносу. И отрезаю детку. Вот так все просто. Срез обрабатываю перекисью водорода. Можно обработать толченым углем, можно обработать молотой корицей. Но в моем случае нужно подождать, пока пошипит эта перекись. И поместить корни этой орхидеи в воду. Вот так. Пока помещаю 2 корня, потому что вот эти корни высыхающий, этот растущий. Как только 2 корня наполнятся водой, я этот корень аккуратно тоже заведу туда. Вот так. Само основание детки находится над водой, а эти 2 корешочка будут находиться в воде. Ну, а потом и 3. После того, как детка восстановила тургор, а это начало растить корни, я их удобряю. Удобряю жидким аминосилом. Но делаю не так, как это обычно делается. Я выливаю воду из стаканчика, даю сутки просохнуть корешкам, наливаю раствор с аминосилом. Ой, Сёма, нельзя. Почти до основания орхидеи. И даю постоять 1–1,5 часа, чтобы корни хорошо впитали удобрение. Потом выливаю и опять же через сутки наливаю воду. И орхидеи все остальное время находятся в воде. Ну, практически открытая система. Давайте с вами заметим, что у нижнего листа тургор потерян и очень сильно. Посмотрим через какой-то промежуток времени, пусть это будет 2 недели, или же это случится быстрее. Но я вам скажу, через какое время этот листик набрал тургор. Это не случится завтра. Это никогда так не бывает. Орхидея может долго восстанавливать тургор, и неделю, и 2, но это обязательно случится. И покажу вам в следующий раз, как чувствуют себя детки и пойдет ли на пользу это материнскому растению. Думаю, что обязательно пойдет. Срез на цветоносе тоже нужно обрабатывать. Вот такие разные ситуации бывают с детками на орхидеи. Но еще раз повторюсь, что у каждого может быть своя ситуация. Но выход из нее обязательно
находится. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.